Если у вас сзади на машине присутствует стук, то ли стойка, то ли вы не можете понять, что это именно на приоре, либо на гранте. Сейчас расскажу, что это может быть. Я купил приору с такой проблемой, стуком сзади. Первое, что я поменял, свойственно на самое дорогое, что не нужно было делать, это стойку. Поменял стойку, поменял бублики, которые устанавливаются, проверил именно отверстия на стойке, и мне не помогло. Скажу так, купил потом эсэсовские бублики, тоже ничего не помогло. Стук также и остался. Далее в интернете наткнулся на тему, что стучит, точнее бывает стучит именно гофра с заливной горловины. Там идет трубка, там идет хомут, который ее держит, он отгнивает, и, свойственно, эта трубка бьет об кузов, ну и, свойственно, стук производит. Проверил, все целое, все в порядке, начал копать дальше. Я наткнулся на такую тему по поводу стабилизатора, который установлен в балке. Там присутствует резинка, которая со временем рассыхается, вылетает, и стабилизатор начинает бить об балку. Проверил, и у меня было все в порядке. У кого-то бывает разбивается лимблок задний, да, балки, и, собственно, такой стук. Поехал я, короче, на СТОшку, начал проверять все салимблоки, и все салимблоки были в порядке. В итоге, недолго думаю, да, салимблоки эти недорого стоят сзади на балке. Думаю, да все равно возьму, разберу, поменяю для своего, так скажем, успокоения. Еду я домой, купив салимблоки, снимаю колеса, выпрессовываю те салимблоки, и перед выпрессовкой замечаю тот момент, что именно с правой стороны салимблок, он живой, он не потресканный, но втулка отслоилась от самой резины, и в каком-то положении как-то машина остановилась и била. А когда ты едешь, вроде бы и нормально, и стук исчезал, но стук был настолько металлический, что реально в заблуждение вводил меня, что я думал, может быть, какая-то железка, и искал именно железный стук, но это просто оказался салимблок. Может, кому-нибудь помогу, сэкономлю время. Если было интересно, поставь лайк, подписывайся. В дальнейшем, если какие-то моменты еще найдутся по автомобилю, какие-нибудь лайфхаки, буду обязательно публиковывать. Всем добра!